Автономность 5 часов с выключенным активным шумоподавлением. Довольно распространенный форм-фактор и блестящий дизайн. Приложение с настраиваемым эквалайзером. Сенсорное управление тапами и игровой режим. Минимальная задержка, режим прозрачности на борту, быстрая зарядка за 10 минут в кейсе. Заряжаются на 20% и отыгрывают они около часа. Удобно сидят в ушах, цена-бюджет. А сейчас по факту я расскажу, насколько хороши эти QCY, потому что на распродаже они слегка нас обманули. 954 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю за лайк, подписку и комментарий к любому видео 5 Mi Band 6 серии. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда бывает очень много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стримы сохраняю. А сегодня я расскажу вам о новинке бюджетных наушников, беспроводных наушниках Xiaomi QCY HT03. Полетели. Коробка, как и у всех ушей бренда QCY, тонкий картон с не самым привлекательным оформлением, очень ляпистым, далеким от минималистичного, но что поделаешь, зато бюджетные. Правда, вот эти подложки меня прям нереально нервируют, очень сильно похожи на дешманский Китай. В комплект входят наушники, кейс, зарядный кабель USB Type-C, пара сменных амбушюр разного размера и руководство пользователя на китайском и английском языках. Без адского запаха клея, конечно же, не обошлось. Ну да ладно. Летим дальше. В продаже имеется два цвета, синий и черный. Зарядный кейс изготовлен из глянцевого блестящего пластика, трапециидальной округленной формы. Габариты и вес вы видите сейчас на экране. Сборка в целом качественная, пластик неплохой, но блестящий. Кейс скользкий, маркий, хоть и за счет черного цвета не сильно это все видно. Но это если не в солнечную погоду смотреть, опять же. Царапается он быстро и уверенно. Вообще ощущения от него не особо приятные. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, кнопка первичного сопряжения, которая издает неприятный щелчок при нажатии и имеет очумевший люфт. Индикатор заряда кейса и логотип компании. Люфт у крышки есть в любом положении, плюс она не фиксируется в открытом состоянии. Открыть одной рукой достаточно просто за счет формы кейса. Внутри на фоне матового пластика два вертикальных глянцевых места под наушники, в каждом из которых по два контакта для зарядки. И между этими местами расположен индикатор заряда наушников. Удобно, что тут два отдельных индикатора. Наушники в боксе прилично гуляют, при тряске вылетают на ура. Если кейс просто перевернуть, остаются на своих местах. Хлопок при закрытии кейса звонкий и бодрый. Емкость аккумулятора составляет 380 мАч. Полный цикл зарядки 2 часа. Быстрая зарядка есть, а вот беспроводной зарядки, к сожалению, нет. За 10 минут в боксе набегает 20% заряда наушников, и отыгрывают они при этом до часа. Наушники от кейса можно перезарядить 3 раза. Саморазряд незначительный, но есть. Переходим к наушникам. Изготовлены уши из такого же блестящего пластика, как и кейс, что не есть хорошо. И вряд ли данный дизайн зайдет мужчинам. Размеры у наушников средние, 35 мм на 26 на 18 мм, а весит один наушник с амбушюрой всего 5 граммов. Посадка в ухе комфортная, но не идеал. При длительной носке уши в целом не устают. Постоянно они пытаются сбежать из рук, хотя на ножке есть удобное углубление. При занятии спортом у меня из ушей они не выпадают. На корпусе имеется сенсорная панель управления тапами, микрофоны и обозначение left и right. Из тапов на наушниках есть возможность переключать треки, воспроизвести пауза, включение-выключение игрового режима, вызов голосового помощника и переключение между прозрачным, шумоподавлением и обычным режимами. Настроить тапы в приложении у меня не вышло, хоть и вкладка с настройками есть. Оснащены уши 10-миллиметровыми драйверами. Шумоподавление не назовешь хорошим, оно тут ничем не отличается от физического. Режим прозрачности добавляет шума, из-за этого пользоваться им не особо и хочется. Для них больше подойдет старый добрый способ вытащить один наушник из уха и разговаривать. Заряд наушников в шторке устройства виден, по одному они работают, в таком режиме не работает шумоподавление, правда. Автоматически подключаются с ранее сопряженными устройствами после открытия бокса. Мультипоинты не завезли, к сожалению, хотя даже OnePlus Buds Pro, ссылка на обзор которых вы можете посмотреть в правом верхнем углу, новиночка такая, которая стоит почти в 3 раза больше, его не тоже. Сенсоров приближения тоже не положили, анимация на андроиде есть, если установлено приложение, но оно здесь корявое, вы все помните, надеюсь. Полный цикл зарядки 50 минут, отыграли они 5 часов на 100% громкости у меня с ANC, что неплохо. Защита от пыли и брызг не заявлена, поэтому сегодня без любимых водных процедур, что вообще удивительно, в принципе, для наушников давным-давно такого не видел, чтобы у них не было вообще никакой защиты официальной. Далее, для удобного использования есть фирменное приложение QCY, доступное на iOS и на Android. Приложение на английском языке с частичками русского, как бы забавно это ни звучало. Заряд наушников по отдельности виден, а вот заряд кейса определить можно только по индикатору на самом же кейсе. Функции тут стандартный набор, настройка тапов, которой воспользоваться я не могу, настраиваемые эквалайзеры и его пресеты, которые нельзя настраивать, изменять с выключенным шумоподавлением. Поиск наушников, обновление прошивки, и тут же есть фейл. Для того, чтобы обновить прошивку, нужно один наушник поместить в бокс, чтобы он выключился. Но
но при этом обновить не выйдет, так как при каждой попытке появляется окошко с надписью «Проверьте соединение с интернетом». Пробовал с разными сетями, по итогу одна и та же байка. Если у вас по-другому обстоят дела, буду рад комментариям. Bluetooth версии 5.1 из кодеков есть AAC и SBC, не отваливаются через одну стену, через две небольшие помехи начинаются. Задержки на YouTube минимальные, что радует. В играх дела немного хуже обстоят, правда. Задержки более заметны, но не критично при условии включения в игрового режима. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны в каком-то смысле порадовали. Я ожидал немного худшего эффекта, окружающие шумы и ветер глушат, и в принципе собеседник вас слышать может даже хорошо. Неподалеку проезжающие машины слышно, но звук голоса они не перебивают, примеры вы сейчас услышите. Тайна, покрытая мраком. Xiaomi QCY HT03. К сожалению, я, как и вы, закупился ими во время распродажи. Почему, к сожалению? Потому что продавец обещал 1300, 1100, 1500 рублей. В итоге мне вышли они в 2200, это раз. Два, я надеялся на другое качество материалов, я надеялся на другую крышку, я надеялся на другое звучание в первую очередь. И, разумеется, я надеялся еще на другие микрофоны. Сказать, что я разочарован, но это ничего не сказать. Если бы они продавали это дело стандартно для себя по 1100-1200 рублей, претензий бы к ним не было. Если бы QCY не провел лайфхак из разряда первые 1000 наушников дешево, а потом дорого, тоже претензий бы не было. Но они стали продавать 1000, потом 2000, и даже с началом 3000 они продавали все по стандартной цене а-ля первые 1000. В общем, в следующий раз я очень буду советовать вам и себе относиться к этому бренду уже аккуратнее, потому что раньше они продавали лютый лоукост по 15-20 долларов, и у меня к ним претензий не было, а сейчас, вне зависимости от того, понравились вам микрофоны или нет, мы теперь с вами знаем, что QCY не особо чисты на руку во время маркетинговых ходов однозначно. А такие были у них хорошие Т8, Т7, помните? Звучание, конечно же, ультрабюджетное. На 100% громкости каша есть, и появляется она сразу после 70%. Низкие частоты тут усилены, басы избивают вашу перепонку на 100% громкости. Еще как, конечно, все зависит от композиции, но я думаю, что маленький процент людей купит их слушать классику. Тембральный окрас чувствуется, сцена узкая, объему добавляют в основном как раз басы. Звучание можно назвать темным и глухим, запас громкости хороший. Мне звук не понравился. Из минусов кривое приложение, надеюсь, поправят это дело. Нет мультипоинта и беспроводной зарядки. Звучанием к минусам я отношу постольку-поскольку, так как это бюджет, во-первых. Во-вторых, есть люди, которым реально заходит подобный звук. Еще из минусов это то, что нет возможности контролировать заряд кейса в процентах. Стоят они в районе 40 долларов. Во время распродажи были 30, обещали 20, но обманули. Ссылка в описании к видео. Если есть промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Кстати, недавно промик для новорегов я скидывал, и скоро еще выгружу промокоды на 6 число. Начинается сейл на Али. Посмотрим, что нам предложит Алиэкспресс в плане распродажи. Опять же, запоминаем цены старенькие, чтобы примерно представлять, насколько реально товары будут меньше. Закидываем в корзины и выбираем, что нам нужно купить по-настоящему, а не то, что нам рекламируют. Возможно, сделаю стрим по этому поводу опять во время этого сейла. Резюмирую, дизайн зайдет не всем и, скорее всего, в основном девушкам. Посадка в ухе хорошая, значит, звучат они неплохо за свои деньги. Задержки минимальные, а главное, порадовали микрофоны и автономность. Это лично для меня немаловажные аспекты при выборе ушей. Поэтому девайсу хоть и скромное, но да, и опять же, мне звук данный не заходит, но это не важно, потому что в целом уши-то нормальные, просто не про меня. Подписывайтесь с колоколом, смотрите мои топы, есть несколько топов наушников на канале и дороже, и дешевле. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.